Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами рассмотрим различные виды стежков, которые наиболее часто используются в вышивке гладью. Начнем со стежка «Назад иголку». Он выполняется следующим образом. Делаем стежок по линии вышивки, затем по изнанке проходим вперед на расстоянии, равное длине стежка, и по лицевой стороне возвращаемся назад. Вкалываем иглу в ту точку, откуда у нас выходил предыдущий стежок. В результате шов, который мы видим на лицевой стороне, напоминает тот, который получается при шитье на швейной машинке. Старайтесь стежки делать примерно одной длины, но не забывайте, что мы все-таки не машины. И это ручная вышивка. Если что-то получилось не очень ровно, не корите себя. В этом как раз и состоит прелесть и очарование ручной работы. Кстати, я вышиваю мулине в 2 сложения сейчас, но в данном случае это не принципиально. Вы можете взять нитки в любое количество сложений. Стебельчатый шов, как следует из названия, чаще всего используется для вышивки стебельков и различных веточек. Мы рассмотрим несколько видов стебельчатого шва. Итак, мы делаем первый стежок, но не затягиваем его полностью, оставляем петельку. Возвращаемся по изнанке назад и выходим по линии. И повторяем то же самое. Назад возвращаемся на половину предыдущего стежка. Следите за тем, чтобы нить всегда оставалась с одной стороны. Либо внизу, либо вверху. Если вы вышиваете по прямой, это не имеет большого значения. Но я специально сейчас нарисовала неровную линию. И мы рассмотрим с вами нюансы. Там, где у нас линия делает загиб, нить оставляйте с внешней стороны, то есть с выпуклой. И еще одно правило. Чем сильнее загибается линия, тем короче должны быть стежки. Если мы вышиваем по прямой, то стежки могут быть более длинными. А теперь рассмотрим вариант, когда нам нужно вышить извилистую линию, которая изгибается в разные стороны. В этом случае нам поможет отраженный стебельчатый шов. Там, где у нас идет выпуклая линия, нить мы оставляем снаружи, то есть внешней стороны. Но если нам нужно поменять направление витка, то мы также меняем и ту сторону, с которой ложится нить. Потренируйтесь в выполнении этого стежка. Им очень удобно выполнять различные монограммы, к примеру. Давайте рассмотрим еще одну разновидность стебельчатого шва, который называется широкий стебельчатый шов. То есть, например, нам нужно вышить какой-нибудь более толстый стебелек. Он похож на обычный стебельчатый шов, только стежки как будто наслаиваются друг на друга. А в том случае, если нам нужно вышить стебелек, который меняется по ширине от тонкого к толстому или наоборот, нам поможет градуированный стебельчатый шов. Постепенно переходим от узкого стебельчатого шва к широкому стебельчатому шву. То есть такая у нас комбинация обычного стебельчатого шва и широкого стебельчатого шва.
Шов в раскол. Он очень хорош при выполнении контуров, тех же стебельков, а также может применяться для выполнения настила, особенно если взять нитки в несколько сложений. В данном случае я показываю вышивку нитью в одно сложение, потому что это сложнее, ведь нам нужно кончиком иглы расщепить ниточку надвое. У этого стежка есть две разновидности, потому что мы можем расщеплять нить как сверху, так и снизу. Сейчас я показываю вариант расщепления снизу. При вышивке нитью в два сложения вы просто проводите иглу между этими двумя нитями. Выполнение шва в раскол сверху немного напоминает стежок назад иголку. То есть мы по изнаночной стороне проходим вперед, а по лицевой стороне делаем стежок назад и расщепляем предыдущий стежок. Стежком в раскол очень удобно вышивать различные неровные извилистые линии, причем любой разновидностью этого стежка. И заканчиваем наш обзор всеми любимым и всем известным, наверное, французским узелком. Выводим иглу с нитью на лицевую сторону и делаем навивы. 1, 2, 3 или даже 4 навива, в зависимости от вашей задумки. И теперь вводим на изнаночную сторону. Не в той же самой точке, откуда мы выходили, но очень и очень близко, то есть рядом. Если в ту же самую точку увести, то узелок может проскочить сквозь ткань. А так он зацепится за нити основы. Важно! Обязательно подтягивайте нить на игле и придерживайте ее, когда вы уводите наизнанку. Размер узелка будет зависеть от количества навивов и от количества сложений нити. Французским узелком чаще всего вышиваются серединки у цветочков. А вот эта разновидность французского узелка называется шов-пестик, либо французский узелок на ножке. Мы его используем, когда нам нужно вышить какие-нибудь тычинки у цветов, например. Здесь разница будет в том, что мы уводим нить наизнанку не рядом с тем местом, где мы выходили на лицевую сторону, а на некотором расстоянии. И есть еще одна разновидность французского узелка, при которой мы не делаем его плотным, а оставляем его витки более свободными. Его выполнение требует некоторой сноровки, чтобы петли, которые у нас получаются, не были слишком огромными, но и не слишком плотными. Таким стежком очень здорово вышивать, например, крону у деревьев. Ну вот мы с вами познакомились с некоторыми видами и разновидностями стежков, которые используются часто при вышивке гладью. Спасибо за внимание и до новых встреч. С вами была Мария Фараонова.